Добро пожаловать ко мне в гости. Здесь я снимаю однокомнатную квартиру. Забавный факт, что мебель в этом кондоминиуме просто Ctrl-C, Ctrl-V. Во всех квартирах абсолютно одинаковые. Добро пожаловать на кухню. По моим меркам она супер-микро. Но здесь есть плита, микроволновая печь, чайник. Все это было здесь. Но здесь есть вместительный холодильник. Кто смотрел мое предыдущее видео, знает, что вода на кухне всегда прохладная. Не обманула. Далее у нас что-то типа прихожей зоны. Этот диван мы передвинули с той комнаты, используем его как пуфик и для хранения под ним некоторых вещей. Далее обеденная зона. Здесь всегда во всех кондоминиумах висит зеркало, не знаю почему. Так выглядит гостиная. Открываем перегородку и попадаем в следующую комнату. Еще раз привет! Теперь предлагаю поговорить о том, как найти квартиру в Таиланде. Вариантов на самом деле масса. Один из них — это онлайн-сервисы. Об этом я чуть позже расскажу поподробнее. Далее есть риэлторские агентства. С этим мне не очень повезло. Один такой агент и другое независимое агентство до сих пор ищут мне квартиру уже полгода. Также популярен поиск среди знакомых. Подойдет тем, у кого здесь есть знакомые либо родственники, которые смогут договориться для вас о квартире. Или есть еще поиск на ходу. Это когда вы приезжаете сюда в отель, либо в гостиницу на первое время и просто выходите на улицу, смотрите все объявления аренды и находите желаемое жилье. Еще я слышала, что популярно заходить в приглянувшийся кондо на ресепшн и узнавать там о наличии свободных номеров, квартир, студий. Когда я приезжала сюда, совершенно не было никакой информации о том, как найти в Хохине квартиру, как ее арендовать, как списаться с хозяином, либо агентом. Все, что предлагалось в интернете, я, конечно, использовала, но мне это не совсем помогло. Я бы сказала, вообще нет. Поэтому что советую я? Если вам нужно жилье на короткий период, на месяц, на 2, то есть смысл просто искать вариант на Airbnb, на Booking, островок и все, что с этим связано. А жилье на долгий срок я рекомендую смотреть на Фейсбуке в разделе Marketplace. Там можно списаться с хозяином квартиры, либо агентом, который будет ее сдавать. Можно задать вопросы, назначить встречу, показ квартиры. Но будьте готовы к тому, что там часто попадаются неактуальные объявления, поэтому всегда нужно узнавать, есть ли в наличии еще эта квартира или комната. В конце концов, когда-то придет момент, когда это начнет вас сильно бесить, но это как бы норма, потому что это делается для того, чтобы квартира не пустовала, и даже если вы сняли квартиру и потом заходите в это же объявление, оно до сих пор является как бы актуальным, и вы думаете, в чем дело, то есть это какой-то развод или что, это норма, просто после вас хотят уже найти хозяина, чтобы не было ни дня простоя. Также могу отметить, что в объявлениях всегда есть как минимум 2 цены. Это цена до 6 месяцев контракта и от года. Таким образом, чем дольше контракт, тем выгоднее условия, тем квартира будет дешевле. И многие этим пользуются, они снимают квартиру на год, подписывают контракт на год, но они даже понимают, что они не собираются оставаться на такое время, выезжают, когда им нужно, заранее находят людей, которые заселятся в эту же квартиру, и все. И часто даже агенты согласны на это. Это делается, чтобы не потерять залог. Про то, что просмотр квартиры бесплатный, я думаю, говорить не стоит. Далее это залог. Стандартно берется за 1 месяц, но бывают случаи, когда и за 2. Если вы видите, что просят залог больше, то это уже как-то выглядит странно, я бы на такое не соглашалась. Учтите, что обязательно нужно подписывать договор,
Его могут подписать на каждого члена семьи, на каждого жителя квартиры. Это делается для того, чтобы вы могли потом беспроблемно сделать визы. В договоре помимо условий прописаны все цены, все сроки. Также там указываются цены за коммунальные услуги. Моя любимая деталь аренды в Таиланде — это возможность попросить хозяина что-то докупить в квартиру, начиная, не знаю, от стола рабочего, заканчивая проведением Wi-Fi, который входит в стоимость аренды. Нам покупали мыльницу, принадлежности, столовые приборы, все что угодно. Я бы сказала, что в целом это практика, нежели эксперимент, но все же рассчитывайте, что все зависит от хозяина, от его доброты и щедрости. Ну а на этом у меня все. Спасибо за просмотр. Буду рада вашей активности. Палец вверх и комментарию. И до встречи.